Прежде чем я поделюсь с тобой кое-чем из того, что мне действительно известно, я хочу поговорить с тобой о том, чего я не знаю. У меня есть два старших брата. Один из них учился в средней школе в начале 1970-х годов, и именно в это время выпускной экзамен средней школы устроил тебя на работу. Все в порядке, и диплом об окончании колледжа был образцовым. Другой мой брат Пэт учился в средней школе в начале 80-х годов. И к тому времени аттестата зрелости было уже недостаточно для того, чтобы гарантировать трудоустройство. Тебе нужно было получить высшее образование. И если бы ты его получил, у тебя были бы довольно неплохие шансы получить ту работу, о которой ты мечтал после окончания школы. А вот что касается меня, то я окончил среднюю школу в 1988 году, получил высшее образование в 1993 году. И это высшее образование в 1993 году значило не так уж много. Это был не билет, не ваучер, не бесплатный пропуск куда бы то ни было. Поэтому я задал вопрос. Что означает ваше высшее образование? Это значит, что ты получил хорошее образование. Это значит, что у тебя больше знаний по конкретному предмету по призванию. Это значит, что у тебя может быть больше опыта в том, в чем заключается твоя ученая степень. Но чего же это стоит? На сегодняшнем рынке труда мы знаем, что конкуренция на рынке выпускников колледжей сейчас более высокая, чем когда-либо. Так вот, у некоторых из вас уже есть готовая работа. У вас есть путь, по которому сегодняшняя работа превратится в завтрашнюю карьеру. Но для большинства из вас будущее, скорее всего, все еще довольно туманно. К тому же у вас нет той работы, которая напрямую отражала бы степень, которую вы только что получили. У многих из вас вообще нет работы. Подумайте об этом хорошенько. Ты только что выполнил свою школьную образовательную программу в жизни. Та программа, которую ты начал, когда тебе было 5 лет в детском саду, продолжается до сих пор, и твое будущее может быть не более ясным, чем 5 лет назад. У тебя нет ответов на все вопросы, и это, наверное, чертовски пугает. И я говорю, что все в порядке. Потому что так оно и есть на самом деле. Такова реальность, с которой сталкиваются многие из вас. Именно в таком мире мы и живем. Чем скорее мы перестанем испытывать меньшее впечатление от нашей жизни, от наших достижений, от нашей карьеры, от того, какие перспективы открываются перед нами. Чем скорее мы станем менее впечатленными, более вовлеченными в эти вещи, тем скорее мы станем намного лучше справляться с ними. Так что я собираюсь поговорить с тобой о некоторых вещах, которым я научился в своем путешествии, в основном на собственном опыте. Некоторые из них я слышал мимоходом. Многие из них я до сих пор практикую, но все они, по моему глубокому убеждению, являются правдой. Теперь они могут быть правдой для меня, но не думай, что это делает их моими, потому что ты не можешь владеть правдой. Так что, пожалуйста, думайте об этом как о указателях, подходах, парадигмах, которые дают возможность получить некоторое научное удовлетворение. Вы можете их украсть, вы можете ими поделиться, например, в своей собственной жизни, лично применить в своей собственной жизни по-своему, если захотите. Так что поехали. Во-первых, это должно появиться на экране Джумбатрона. Жизнь – штука непростая. А что там наверху происходит? Жизнь – штука непростая. Это совсем не так. Не пытайся сделать так, чтобы все было именно так. Жизнь несправедлива по отношению к тебе. Так никогда не было, так есть сейчас и так никогда не будет. Не попадайся в ловушку права на то, чтобы чувствовать себя жертвой. Ты таковой не являешься. Преодолей это и продолжай жить дальше. И да, большинство вещей приносят больше пользы, когда ты из кожи вон лезешь, чтобы их получить. Во-вторых, мне это очень нравится. Невероятно – это самое глупое слово в словаре. Оно никогда не должно слетать с наших уст. Подумай об этом хорошенько. Я хочу сказать: о вау, какая невероятная игра. Это была невероятная книга, невероятный фильм, невероятный акт мужества. Неужели это правда так? Это может быть впечатляюще, это может быть феноменально, превосходно или выдающе. Но невероятно ли это? Отдавайте больше уважения другим и себе самому. Это только что произошло. Ты был свидетелем этого. Ты только что это сделал. Верь в это. А как насчет другой стороны невероятного? Той стороны, когда мы, люди, проявляем себя недостаточно хорошо или действуем не в соответствии со своими лучшими качествами. Например, мужчина влетает на реактивном самолете смертники во Всемирный торговый центр. Миллионы людей каждый день умирают от болезней, от которых у нас есть лекарства. Боб, строитель, клянется, что построит твой дом к Дню Благодарения, и ты не сможешь переехать в него до Рождества следующего года. Наши лучшие друзья лгали нам, а мы все время лгали самим себе. Неужели это невероятно? Я так не думаю. Повторяю еще раз. Это просто случается, и случается каждый день. Ничто из того, что делаем мы, земляне Homo sapiens, не является невероятным. И если есть что-то, на что ты можешь положиться, так это на людей.
Так что нам не стоит удивляться. Мы самые хитрые млекопитающие, обитающие на планете. Я совершенно не беспокоюсь об обезьянах. Я беспокоюсь за нас с тобой. Счастье – это эмоциональная реакция на тот или иной результат. Если я выиграю, я буду счастлив. А если нет, то я этого не сделаю. Это стандарт, если-то причина и следствие, услуга за услугу, который мы не можем поддерживать. Потому что мы немедленно повышаем его каждый раз, когда достигаем его. Видишь ли, счастье требует определенного результата. Оно зависит только от результата. И я говорю, что если счастье – это то, к чему ты стремишься, то тебя будут часто подводить, и ты будешь несчастлив большую часть своего времени. Но радость – это совсем другое дело. Это совсем другое дело. Радость – это не тот выбор, который нужно делать. Это не реакция на какой-то результат. Это постоянная величина. Радость – это то чувство, которое мы испытываем от того, что делаем то, для чего созданы, независимо от результата. Теперь лично я, как актер, начал получать удовольствие от своей работы и буквально чувствовать себя более счастливым, когда перестал пытаться превратить повседневный труд в средство достижения определенной цели. Например, мне нужно, чтобы этот фильм имел кассовый успех. Мне нужно, чтобы мое выступление получило признание. Мне нужно уважение моих сверстников. Все это разумные устремления, но правда в том, что как только работа, ежедневное создание фильма, совершение поступка сами по себе стали для меня наградой. Я получил больше удовольствия. Должность, больше почести и уважения, чем я когда-либо получал прежде. Видишь ли, радость всегда находится в процессе развития. Она находится в стадии строительства. Она находится в постоянном приближении, жива и здорова, занимаясь тем, что мы делаем быстрее и наслаждаясь этим. В-четвертых, определи для себя успех сам. А теперь посмотри вот на это. Несколько лет назад я был на юге Нового Орлеана и зашел в магазин вудуистов. У них была деревянная перегородка, прислоненная к стене у этих колонн. А в этих колоннах стояли все эти флаконы с волшебными зельями, не так ли? А заголовки над каждым зельем, определяющие, что они тебе дадут, включали такие вещи, как плодородие, здоровье, семья, юридическое здоровье, энергия, прощение, деньги. Угадай, какая колонка была пустой? Деньги. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, где еще вы собираетесь так чертовски весело провести время? Давай признаем это. Сегодня деньги играют решающую роль. Именно они создают этот мир. Они заставляют мир вращаться вокруг своей оси. Это и есть успех. Чем больше у нас денег, тем более успешными мы становимся, не так ли? Так вот, я бы сказал, что наши культурные ценности даже были финансиализированы. Смирение больше не входит в моду. Оно слишком пассивно. Это мир быстрого обогащения в интернете, богатство 15 минут славы, в котором мы живем, и мы видим это каждый день. Но ведь все мы хотим добиться успеха, не так ли? Так что вопрос, который мы должны задать себе, заключается в следующем. Что значит для нас успех? А что значит успех для тебя? Нужно ли нам больше денег? Все в порядке. Я ничего не имею против денег. Может быть, это и есть здоровая семья. Может быть, это и есть счастливый брак. Может быть, это делается для того, чтобы помогать другим, быть знаменитым, быть духовно здоровым, сделать мир немного лучше, чем ты его нашел. Продолжай задавать себе этот вопрос. Теперь твой ответ может со временем измениться, и это нормально. Но сделай себе вот какое одолжение. Каким бы ни был твой ответ, не выбирай ничего такого, что поставит под угрозу твою душу. Расставь приоритеты в том, кто ты есть, кем ты хочешь быть, и не трать время на то, что противоречит твоему характеру. Не пей Kool-Aid, чувак. Он сладкий на вкус, но завтра у тебя появятся кариесные полости. С тобой все в порядке. Жизнь – это не соревнование в популярности. Будь храбрым, поднимись на холм, но сначала ответь на вопрос, каков мой холм. Итак, как же мне определить успех для себя лично? Для меня этот успех измеряется 5 вещами. У нас есть отцовство. У нас есть возможность быть хорошим мужем. У нас есть мое здоровье, разум, тело и дух. У нас есть карьера, и у нас есть дружеские отношения. Именно это сейчас самое важное для меня в моей жизни. Поэтому я стараюсь измерять эти 5 вещей каждый день. Я связываюсь с ними по телефону. Мне нравится видеть, нахожусь ли я в разделе дебет или кредит вместе с каждым из них.
Я нахожусь в минусе или в плюсе. Ты следишь за мной? К примеру, иногда говорят, что моя карьера идет полным ходом. Все в порядке. Здесь все очень плохо, но я вижу, что моим отношениям с женой, возможно, не помешало бы немного больше моего внимания. Я должен постараться сделать все возможное, чтобы стать лучшим мужем. Сделай так, чтобы этот момент оказался в невыгодном положении. Или же скажи, что мое духовное здоровье нуждается в некотором поддержании. Оно находится вот здесь внизу, но эй, чувак, мои дружеские отношения и моя социальная жизнь находятся в самом разгаре. Не так ли? Мне нужно провести повторную калибровку. Нужны системы сдержек и противовесов. Мне нужно ходить в церковь, не забывай почаще говорить тебе спасибо. Ну, хоть что-то в этом роде. Но я должен вести подсчет голосов, потому что хочу поддерживать всех 5 в здоровой форме. И я знаю, что если я не буду заботиться о них, если я не буду продолжать ухаживать за ними, один из них обязательно ослабеет. Это приведет к тому, что он слишком глубоко погрузится в раздел дебетовые счета. Компания обанкротится. Она скоро заболеет. Она умерла. Итак, во-первых, мы должны определить для себя, что такое успех. А затем мы должны приложить все усилия для его поддержания. Веди этот ежедневный подсчет, ухаживай за нашим садом, поддерживай в хорошем состоянии то, что для нас важно. Давай признаем это прямо сейчас. В каждом из нас живет по 2 волка. Один из них хороший, а другой плохой. И они оба хотят есть. Самое лучшее, что я могу сказать, это то, что нам просто нужно кормить этого хорошего кота немного больше, чем другого. Поехали. Номер 5. Не оставляй крошек и наслаждайся красотой отсроченного удовлетворения. Так что же такое крошки? Или те крошки, о которых я говорю, это тот выбор, который мы делаем и который заставляет нас оглядываться через плечо в будущем. Ты не вернул этому парню деньги, которые был ему должен. И сегодня вечером ты только что видел его в 3 рядах позади себя. Вот дерьмо. Ты переспал со своей супругой и только что узнал, что завтра она и дама, с которой у тебя роман, будут на одном родительском собрании. Опять какое-то дерьмо. Прошлой ночью ты слишком много выпил. У тебя слишком сильное похмелье, чтобы отвезти своего сына на тренировку по бейсболу в субботу утром в 0 утра. Вот это и есть те самые крошки. Они приходят в виде сожаления, чувства вины и угрызений совести. Если ты оставишь крошки сегодня, завтра они вызовут у тебя еще больший стресс. К тому же они запрещают тебе создавать индивидуальное будущее, в котором тебе не придется оглядываться через плечо. Так что давай перевернем сценарий с ног на голову. Вместо того, чтобы создавать результаты, которые отнимают у нас много сил, давай создадим больше результатов, которые окупят нас, наполнят нас, поддержат твой огонь. Превратят ты будешь работать в течение наибольшего количества времени в своем будущем. Именно о таком выборе я и говорю. И в этом-то и заключается прелесть отсроченного удовлетворения. Соберись с духом, сделай себе одолжение, делай выбор, совершай покупки сегодня, которые окупятся тебе завтра. У тебя остаются какие-то остатки. В моем бизнесе мы называем это деньгами на почтовый ящик. Если я сегодня хорошо выполню свою работу, и этот фильм будет продолжать показываться по телевизору, то через 5 лет я буду получать чеки в почтовый ящик. Это чертовски сложное дело. Так что будь то подготовка кофеварки накануне вечером, так что все, что тебе нужно сделать, это нажать кнопку утром. Или подготовка к собеседованию пораньше, чтобы тебе не пришлось зубрить накануне вечером. Или решение не подключаться, расстайся с этой замужней женщиной. Потому что ты знаешь, что завтра будешь чувствовать себя ужасно из-за этого, а твой муж носит с собой пистолет. Или же вовремя расплачивайся со своими долгами, чтобы сегодня вечером, когда ты все-таки увидишь этого парня в 3 рядах сзади, тебе не пришлось съеживаться на своем месте в надежде, что он тебя не увидит. Получи хоть какую-то отдачу от инвестиций. Ты знаешь, что это такое? Это же окупаемость инвестиций. Это твои инвестиции. Это ты сам. Настраивай свое будущее под себя. Не оставляй после себя ни крошки.